Временный склад стройматериалов – это локация, которая находится на северо-востоке региона Цементный завод. Здесь есть несколько тайников, но для начала я предлагаю взглянуть на интересные вещи и пасхалки, которые расположены в окрестностях этой локации. А начинаем мы с одного из самых жутких мест, которые когда-либо встречались в Сталкере. Это так называемое поле грибов, и оно находится на юго-запад от склада стройматериалов. В центре этой локации расположен монолитовец с активной пси-установкой. Правда, разбить ее до конца не получится. Вы можете стрелять в нее сколько угодно, бросать гранаты, но в итоге она все равно будет активной. Просто цвет изменится с синего на красный. Но вот эта лампочка, она не разобьется. Итак, что это такое? Это место повышенного пси-воздействия, в результате чего здесь могут появляться фантомы, вартовцев и других сталкеров. Они даже могут подсвечиваться друзьями, но это все обманка. На самом деле это просто глюки, галлюцинации Скифа, которые, впрочем, каким-то образом наносят ему материальный урон. Как вы видите, здесь не только монолитовец, здесь грибами поросли и другие сталкеры. Причем большинство из них одеты как будто в какие-то бандитские куртки. Такие легонькие куртки, это даже броней назвать нельзя. Как они здесь оказались и что с ними произошло, до конца неизвестно. Но на их трупах мы видим кучу грибов, вероятно ядовитых. Но самый главный объект здесь это, конечно же, монолитовец с пси-установкой. И вообще вся эта локация, все это поле, все эти грибы во враге выглядят очень жутко. Это реально зловещее зрелище. Ну да, как вы видите, я бросаю гранаты в подтверждение своих слов, но установка не ломается до конца. Вероятно, баг. Тут мы еще можем найти крест с мертвым сталкером. Такая своеобразная могила. И здесь будет тайник в рюкзаке. Рюкзак висит прямо на кресте, но там ничего ценного. А вот еще одно интересное место. Это остановка склада стройматериалов. И тут есть вот такая интересная аномалия. Это кусочки мозаики, которые каким-то образом отделились от основного полотна, от стены, и витают в воздухе по довольно своеобразной траектории. Как вы видите, они сгруппировались в кучу и теперь просто летают вокруг остановки. То подаваясь в одно направление, то в другое. Как будто формируя вот такое движение в одну или в иную сторону. Это очень интересная аномалия, и это не единственная аномалия с таким партиклом, которая может встретиться в Stalker 2. Вопреки расхожему мнению, похожая аномалия на Чернобыль 2 это вовсе не мозаика. Это не кусочки мозаики. Это рой пчел. Мутированных или нет, тут я уже не скажу. Но о них мы можем узнать из флешки ученого на локации СКС Кристалл. Он говорит о неких пчелах, которые пытаются украсть его конфету. Похожий партикл используется и в рыжем лесу. Там, просто прогуливаясь по лесу или разговаривая со сталкерами, з великої втікають від різного, а потім у зоні показують себе такими, якими є. І все, від себе вже не втечеш. мы можем увидеть на фоне вот такое странное скопление листьев, которое как будто движется по всей локации. Оно пролетает через ряд странных мест, в том числе зону повышенного пси-воздействия. Тут есть такая вот аномалия. Эта аномалия доступна с самого начала игры, присутствует там всегда. Ну, может, даже это и не аномалия, а просто вот такой декоративный элемент, как будто листья, которые разносит ветер. Но для этой штуки использовалась похожая анимация. Если вы сравните листья в рыжем лесу, пчел в Чернобыль 2 и вот эту странную мозаику рядом со складом, то поймете, что их анимации удивительно похожи. Другое интересное место мы обнаружим уже у самого края региона Цементный завод. Нам нужно идти по дороге на крайний восток от склада стройматериалов. И там мы найдем своеобразный привал. Тут будет вот такая открытая аптечка, но ее использовать нельзя. Это просто элемент окружения.
и спасательный круг. Возможно, это был привал рыбака, потому что рядом мы увидим рыболовные сети. Вообще отсюда открываются шикарные виды, но тут также есть грузовик с электрой. Я его долго обыскивал и так и не понял, в чем прикол, потому что там есть электро с одной стороны, а с другой стороны новая аномалия. Вот эти так называемые осколки, которые ранят скифа, если быстро двигаться через них. Но никакого тайника я там не обнаружил. Конечно, на самом грузовике есть несколько ящиков, деревянных, зеленых. Но даже если вы разобьете, то не факт, что вы что-то там найдете. Скорее всего, они будут пустыми, как и в моем случае. Так что тоже вот такое прикольное место. Рядом с этим грузовиком валяются какие-то пустые ржавые бочки. Вероятно, он куда-то направлялся, но, увы, не сложилось. Почему-то, когда-то я прогуливался здесь, то услышал несколько рандомных взрывов. Была куча мертвых бандитов, сталкеры, они тоже стали жертвами. И я помог одному из сталкеров. И вот, прежде чем он полноценно поднялся, я забрал его оружие, потому что это ВС-винтарь. Это очень крутая штука, и негоже добру пропадать. Но потом мы видим это, однорукого бандита. Да, прямо как в каком-то казино. Этот сталкер с одной рукой прогуливался до самого момента, пока я не начал с ним говорить. Тогда его рука удивительным образом регенерировала и появилась из ниоткуда. Это давний баг, он не связан с патчами. На версии 1.0 было точно такое же действие. Если вы забирали оружие у сталкера, а у него на подмену не было другого оружия, кроме как пистолета, то он мог держать пистолет в одной руке, а вторая рука куда-то исчезала таинственным образом. Я не знаю, как такое происходило, но это очень интересное явление. Как будто однорукие пираты, как будто инвалиды в зоне. Ну, в этом есть какая-то логика. Зона — опасное место, и, очевидно, среди сталкеров будет много увечий и травм, если они находятся там длительное время. Аномалии, мутанты, бандиты. Здесь куча угроз. Наемники даже те же самые. Поэтому мы видим такие сцены, как сталкеры с одной рукой. Треба було свій перший артефакт на пам'ять зберегти. Ех. Но это, конечно же, баг. Это не задумка разработчиков. З часом до всього звикаєш. Аномалії, артефакти, мутанти, бандити. Уже й здається, що ніякої великої землі не існує. Отак вийдеш за периметр, а там... Ну а теперь переходим к самому складу стройматериалов. Его стоит начать обыскивать с этой небольшой будки одноэтажного здания, которое использовалось, скорее всего, как подсобка. Там есть несколько опасных ловушек. Первая ловушка на белой двери при входе, а вторая ловушка на деревянных досках. Это гранаты. Если вы поспешите, то прозвучит взрыв, и скиф получит ранение. Поэтому тут надо быть аккуратными. В этой будке есть тайник, это рюкзак в шкафу. Но самое интересное здесь это пистолет у ДП Компакт. Один из самых слабых пистолетов Stalker 2. Он даже слабее пистолета Скифа. Того самого, который является частью дефолтного снаряжения, присутствует всю игру. Поэтому смысла особого в этом пистолете не вижу, даже если повесить на него глушитель. К сожалению, его характеристики во втором Сталкере занизили. Также мы найдем тут чутка патронов,
которые будут валяться на столе, и вполне вероятно, что среди этих пистолетных патронов найдутся и 45-го калибра для компакта. Ну и несколько гранат мы подберем, если сделаем все правильно и вовремя деактивируем ловушки. На основном складе стройматериалов я нашел всего лишь один тайник, довольно хитро спрятанный. Чтобы его обыскать, нам сначала нужно забраться на эти ящики. Они стоят прямо на грузовике, мы можем заскочить на них также с деревянных поддонов, расположенных поблизости. И вот, когда мы успешно пропаркурим, главное не забыть посмотреть наверх. Там на одной из деревянных перегородок будет мини-сейф. Содержимое его, конечно же, скудное. Какой-то энергетик, колбаса, бинты и совсем мало патронов. Можно даже и не обыскивать, но это интересный тайник. Ну а на этом все. Вот такая интересная локация. На самом складе стройматериалов ничего интересного нет. Но если мы побродим рядом с ним, внимательно поизучаем окрестности, то увидим кучу интересных пасхалок. Интересную аномалию, мозаику на остановке. Интересное и очень пугающее место — поле грибов с пси-установкой, которую, правда, нельзя разбить до конца. И вот такой интересный привал. Не то рыбака, не то какого-то сталкера, но там мы найдем открытую аптечку, спасательный круг и рыболовные сети. Подписывайтесь на канал, буду делать видео и про другие локации, еще куча материала, который я заснял в прошлом году, зимой, и до сих пор не могу разобрать, потому что много футажей, сам я не справляюсь, времени не хватает, поэтому буду делать их понемногу. Всем удачной игры!